Всем привет! Сегодня хочу показать вам еще одну интересную технику, которую пришлось разработать специально для одного проекта. В нашем интерьере присутствует матовая плитка с рисунком под мрамор. И нам поставлена задача сделать стену под мрамор без применения венецианской штукатурки. Так как в соседних помещениях расположен бассейн и в помещении может быть повышенная влажность. Давайте начнем, а в процессе расскажу все детали. В качестве базовых материалов я буду использовать белую акриловую краску и самую простую линейку колеров. По дизайн-проекту нам требуется светло-серый мрамор с темно-серыми прожилками, поэтому нам понадобится только белая краска и черный колер. Я не буду рассказывать про точные смешания цветов и всех оттенков, так как в первую очередь это дело вкуса. В процессе я буду частично подгонять оттенки под согласованный эскиз, не вижу смысла говорить о пропорциях, так как в каждой отдельной работе будет своя цветовая гамма. Я предварительно разметил поверхность и согласно моему наброску начинаю постепенно заполнять от темных участков к светлому. По сути, как в создании любого мрамора, его придется нарисовать. Только вместо различных декоративных штукатурок мы будем использовать обычную акриловую краску. К сожалению, я не смогу научить вас рисовать, а в этом видео хочу рассказать вам, что есть альтернативные техники для создания такого рода декора. Возможно, кто-то подумает, что для этого нужно художественное образование, но это совсем не обязательно, так как художественной сложности эта работа не представляет. Эта работа больше напоминает раскраску, просто заполняем каждый участок нужным цветом, согласно имеющемуся эскизу. Я считаю, что эта работа не художественная роспись, а скорее декоративное нанесение краски на поверхность. Я же хочу рассказать и показать тонкости, как сделать такой декор стойким и практичным. Постараюсь снять все этапы настолько понятно, как смогу. Очень важный момент: при нанесении краски не создавать текстуру, чтобы не пришлось потом шкурить краску для получения гладкой поверхности. Чтобы этого избежать, после нанесения краски я буду влажной губкой выравнивать текстуру, пока материал свежий. Так как эта работа больше декоративная, точность нанесения рисунка не требуется. Есть определенные допуски, главное сильно не уходить от утвержденного эскиза. Заполняем всю поверхность этапами, композиция начинает вырисовываться. Таким образом мы получаем подложку, которую позже мы отредактируем и подгоним по тональности. После того, как мы создали общий рисунок, можем приступать к следующему этапу. Согласно эскизу, мой мрамор должен быть светло-серый, а у меня получился достаточно темный, если сравнивать его с изначальным эскизом. Поэтому при помощи краскопульта я буду смягчать рисунок и постепенно высветлять нужные мне участки. Таким же образом можно припылить композицию и сделать мрамор более нежным. В качестве белого красителя я использую белую акриловую краску. Состав нужно сделать как можно более жидким и при нанесении распылять легким туманом. Если заполнять плотно, мы просто закрасим полученный рисунок. Плотным составом тоже можно создавать эффект дымки, но для этого необходимо увеличивать расстояние при нанесении. Если нам нужно плотное нанесение, краскопульт подносим ближе. Если создавать эффект тумана, то относим краскопульт как можно дальше от стены. Чем дальше, тем эффект будет мягче. Самое главное не переборщить и не перекрыть рисунок полностью. Нужно сделать так, чтобы предыдущий рисунок частично просвечивал, и таким образом мы получим эффект прозрачности.
После того, как мы выпрямили тон на всей площади, нам понадобится прорисовать прожилку. Но прорисовывать ее мы будем не по всей поверхности, лишь подчеркнем и выделим часть композиции, оставим местами полупрозрачные участки, которые мы получили от предыдущих этапов покраски. Выполнять этот этап можно и кистью, нанести и растушевать губкой, но у меня есть аэрограф. Используя этот инструмент, можно быстрее, а что самое главное, мягче выполнить этот этап. Как видно на видео, я не перекрываю весь рисунок, а просто добавляю прожилку местами. В основном прохожу по стыку светлых участков с темными. И немного на свой вкус добавляю дополнительные прожилки для увеличения сложности рисунка. Прожилку я прорисовываю серой акриловой краской, вернее я взял белую краску и добавил в нее немного черного колера. Я специально взял серый оттенок, так как если красить черной краской, мрамор получится слишком контрастный. А мне не нужно, чтобы мрамор забирал на себя все внимание, мне нужно, чтобы он аккуратно вписался в интерьер и не утяжелял общую композицию. Важно помнить, что эта работа должна дополнять интерьер, а не забирать на себя все внимание. Если на общем объеме прожилка все равно получается темной, можно пройтись краскопультом и слегка припылить белой краской и смягчить контраст. В целом рисунок и общая композиция готова, можем приступать к финишному слою. Теперь нам нужно закрепить полученный результат матовым лаком. Нам нужно сделать стойкую к мытью поверхность и добиться легкого отблеска. Покроем поверхность лаком при помощи валика. Для того, чтобы на поверхности не оставалась текстура от валика, свежий лак разгладим шпателем. Повторим эту процедуру 3 раза, вернее на 3 слоя, с промежуточной сушкой в 30 минут между слоями. В нашем интерьере требуется полуматовый эффект, так как во всем доме использовалась плитка с рисунком мрамора с именно таким отблеском. Но в качестве финишного слоя можно использовать различные лаки. Возможно, кому-то понадобится глянцевый эффект, а кому-то эффект полированной поверхности. Мало кто знает, но можно взять глянцевый лак с высоким сухим остатком и после полного высыхания отполировать поверхность. Таким образом мы получим полированный мрамор. Возможно, в других выпусках я расскажу про эту технику подробнее, а пока делюсь с вами своим опытом в рамках реализации данного проекта. Вот, пожалуй, все, мрамор готов. Если подвести итоги на всю работу, у меня ушло 2,5 литра краски, 2,5 литра акрилового лака, и себестоимость такой работы выходит примерно в 2000 рублей. А я, как обычно, продолжаю делиться своим опытом и нестандартным подходом в реализации интересных проектов. Так что берите на вооружение, надеюсь, мои наработки будут кому-то полезны. А на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.